В этом выпуске вы узнаете, как работает карающий взгляд гонщиков и почему он не действует на Таносе, из чего состоят кости духов мщения, почему гонщик не сжигает симбиотов и при чем здесь Мефисто. Привет, бойскауты, с вами Кьюбайт. Мы продолжаем изучать анатомию комиксных персонажей, в этот раз это снова персонаж из комиксов Marvel. Обещаю, будут персонажи из DC. Дело в том, что прошлый ролик был о Веноме, вам он очень понравился, спасибо за это. И в комментариях просили призрачного гонщика, Росомаху, ну в общем тоже марвеловских персонажей. И мне показалось, что про призрачного гонщика было бы интересно рассказать, и самому мне тоже было бы интересно больше узнать. Короче, сегодня призрачный гонщик, но опять же не забывайте писать свои варианты в комментах. Но перед тем как мы начнем, бывает непросто придумать превьюшку или название для нового ролика, но я нашел отличную альтернативу, чтобы не сидеть часами и не тратить свое время. Сейчас покажу. Алиса, давай придумаем несколько названий для видеоролика об анатомии персонажа Призрачный гонщик из комиксов Marvel. Видео будет о строении его тела, о транспорте и способностях. О, мне, кстати, нравится анатомия Призрачного гонщика. От костей до колес. Даже неплохо. Адский байкер. Колесо огня, анатомия транспортного призрачного. Не, кстати, прикольно на самом деле. Пламя и адские машины. Вот из этих нескольких вариантов я могу самостоятельно выбрать название и уже сам там докрутить как хочу. Яндекс GPT-2 может помочь в сокращении текста, объяснить сложную концепцию своими словами в новом разборе, придумать идею для поста в Телеграме, ну и самое важное это придумать ужин из того, что есть в холодильнике. Попробуйте сами, ссылка будет в описании. В отличие от справки про симбиотов, часть про призрачных гонщиков ограничена лишь несколькими наиболее яркими фактами об анатомии героя и небольшим предисловием с происхождением. Авторы энциклопедии кратко рассказывают, кто такие духи мщения, опуская лишние подробности их истории из комиксов. Месть – понятие куда древнее, чем само человечество. И если верить легендам, дух мщения, более известный как призрачный гонщик, впервые появился более 1 миллиона лет назад. С тех пор дух выбирал себе множество хозяев, но его цель остается неизменной – наказать тех, кто причинил вред невиновным. Уже сходу читателя кратко посвящают в становление первого гонщика. Им стал Призрак. Мальчик из доисторического периода, появлявшийся еще 1 миллион лет до нашей эры. В юном возрасте Призрак пережил утрату своего племени, поэтому поклялся отомстить их убийце, существу более известному как Вендиго. Чтобы справиться с монстром, Призрак заключает сделку с Мефисто, обменивая свою душу на демонические способности. Впоследствии герой получил имя Наездник и присоединился к первому составу Мстителей, куда, например, входили Феникс, еще молодой Один и Агамота. Впервые персонаж появился в комиксе Marvel Legacy номер 1 2017 года авторства Джейсона Аарона, а его историю раскрыли в Avengers номер 7 2018 года от все того же автора. Про самого известного гонщика вы и так без меня знаете, но я повторю. Джонни Блейз был каскадером, который заключил сделку с дьяволом Мефисто, чтобы друг выздоровел от редкого заболевания крови. Но вскоре товарищ погиб в рискованном трюке, а сделка с Мефисто все еще была актуальна. Поэтому Джонни Блейз превратился в духа возмездия, известного как Призрачный гонщик. На самом деле Мефисто подселил в тело Блейза душу демона Заратоса, которая и питала силами персонажа. А позже, спустя годы работы в роли гонщика, демона переселили в отдельную реликвию. В комиксах изначально не проговаривалась никакая предыстория демона, а он лишь был формой, в которую превращается Джонни Блейз. Однако уже во втором томе комиксов стало известно, что Заратос был заточен в тело Блейза в качестве наказания от Мефисто. Красный дьявол завидовал количеству поклонников Заратоса и наложил заклинание, которое оставило лишь способность вселяться в чужие тела, чтобы карать окружающих за грехи. Еще через десяток лет придумали медальон духов мщения, который был тесно связан и с гонщиком. А в шестом томе Призрачного гонщика в начале нулевых стало известно, что вся эта чушь про медальоны — это выдумка. Как вы уже поняли, комиксы не всегда последовательны, потому что их пишут разные авторы в разные годы. В этой книге Заратоса вообще не упоминают. И я не буду, хотя кратко вам все равно рассказал. Далее авторы, как говорится, из огня до в полымя. Они переходят сразу к биологии героя, и в подпункте «Скелетная структура» нам рассказывают, как работают способности и тело гонщика
с точки зрения науки и медицины. Дух мщения – это мистическая сила, которая прикрепляется к смертному носителю. Когда дух берет под контроль физическую оболочку носителя, трансформация происходит быстро и гротескно. Кожа объекта вспыхивает пламенем, вырывающимся из альтернативного измерения – царства ада. Адское пламя быстро сжигает плоть существа, обнажая под ней бледный скелет объекта. Во-первых, сходу стоит отметить, что духи мщения схожи по структуре взаимодействия с симбиотами. Как и Веном, гонщик живет за счет паразитической связи призрака и носителя. Но за основу берется не биология, а мистика и контракты с духами или дьяволами. Во-вторых, в книге объясняют работу адского пламени портальной системой, которая и переносит огонь из одного пространства в другое. Из школьного курса физики за 8 класс и уроков по термодинамике нам известен закон сохранения энергии Джеймса Джоуля. Полная механическая энергия замкнутой системы тел, между которыми действуют только консервативные силы, остается постоянной. Следовательно, призрачные гонщики не могут брать энергию для создания пламени из пустоты. Адская магия, как и прочие мистические силы вселенной Марвел, подчинены природным ограничениям и научным постулатам. В пример можно привести линейку «Доктор Стрэндж» 2015 года, в которой магия также создавалась из энергии древних реликвий, особой еды, которую не способны переваривать обычные люди, и жизненных сил чародеев. Говоря простым языком, каждый из духов мщения представляет собой переносной телепорт в ад и некоторые другие локации. Доказательствами данной теории можно считать и действие карающего взора, который работает по методу портала для человеческих грехов, и способности последнего гонщика, Робби Рейса, которого вы могли видеть в «Агентах Щита». Робби мог не только сам перемещаться к своей машине, буквально вырастая из ее корпуса и водительского сидения, но и по желанию телепортировать людей в другие места, даже не связанные с адом. В продолжении пункта читаем про физическую силу гонщика и плотность его костяного тела. После превращения не остается ни связок, ни мышечных тканей, но при этом сохранившийся огненный скелет все же обладает полной структурной целостностью. Действительно, призрачный гонщик обладает гораздо большей прочностью, чем должно быть у набора костей, и способен выходить из страшных автомобильных столкновений без единой царапины. Похоже, демоническое пламя, окутывающее тело гонщика, способно постоянно регенерировать кортикальный слой костей на клеточном уровне, за считанные секунды откладывая новые слои остеобластов и остеоцитов. Давайте подробнее по терминам. Кортикальный слой костей – это их внешняя оболочка толщиной примерно в 3 мм. Она же является самой прочной частью кости и на 95% состоит из минеральных солей. Это, как вы можете догадаться, обеспечивает ей такую износостойкость. К слову, следующий слой, спонгиозный, значительно податливее, так как состоит из костных перекладин и соединяющих их капилляров. Таким образом, призрачный гонщик получил одну из самых полезных способностей при остеопорозе и прочих ортопедических и неврологических нарушениях. Жить с такой силой будет куда проще, не считая нюанс с регулярным сгоранием плоти. Ломит тело? Заключай сделку с Мефисто. С остеобластами и остеоцитами проще. Первые являются молодыми клетками костной ткани, тогда как вторые – те же клетки, но уже развившиеся и прокачанные за счет межклеточного вещества под названием костный матрикс. Проще говоря, гонщик круто регенерирует кости, как бы странно это ни звучало. В добавление к вышесказанному, в комиксах гонщик тоже меняется после превращения. Например, сам гонщик, он, Джонни Блейз, именно в форме гонщика, он примерно 188 сантиметров ростом и весом 100 килограмм. А Джонни Блейз, он на 10 сантиметров ниже и на 20 килограммов легче. Гонщик в комиксах иногда специально меняет свои размеры, подобно тому же Человеку-муравью. Не так сильно, кардинально, но вы понимаете, суть примерно та же. Но и в добавление к этому авторы энциклопедии добавляют пару фактов про биологию гонщика. Адское пламя проходит через костно-мозговые полости в костях грудной клетки призрачного гонщика. Костно-мозговая полость, или же просто костный мозг, это внутренняя и самая мягкая часть костей, из которой частенько готовят полноценные блюда вроде салатов и супов. Приятного аппетита!
А что касается средства передвижения, адский мотоцикл Духа Мести работает на том же мистическом пламени, что и его наездник. Мотоцикл призрачного гонщика выкован из мистического металла, наполненного духом Нижнего мира и не имеющего аналогов на нашей планете. Не обошлось и без красивых демонстраций. На втором развороте книга показывает, как именно Джонни Блейз сгорает во время превращения. То есть вы посмотрите, его плоть, она прям горит и оголяет череп. Выглядит жутковато. Следующий подпункт «Медитация огнем» как раз уделяет больше внимания способностям к пирокинезу. Аура адского пламени, придающая скелету гонщика сверхъестественную целостность, может быть использована и в наступательных целях. Однако это пламя дает не только испепеляющий жар. По всей видимости, оно обладает психореактивной природой, оказывая глубокое воздействие на психику тех, кто с ним соприкасается. Так, по легенде, лишь одно прикосновение призрачного гонщика сжигает грешников вплоть до самой души. Привлекая дополнительное адское пламя из преисподней, эту способность иногда называют адским пирокинезом, призрачный гонщик может проецировать огненные столбы из своих рук, глазниц и раскрытой челюсти. Призрачный гонщик также способен создавать фигуры, подобные полноценным барьерам или мечам, используя только адское пламя. Однако для сохранения целостности этих объектов требуется сильная концентрация. По сути, весь этот текст пытается объяснить, что пламя гонщика имеет мистический и магический характер. Но важно отметить, что иногда огонь гонщика работает и как самый обычный. В качестве примера можно вспомнить космического призрачного гонщика авторства уже знакомого Донни Кейтса. Фрэнк Кассел, ставший разом и духом мщения, и Геральдом Галактуса, и правой рукой Таноса, регулярно светился на страницах линеек Танос и Cosmic Ghost Rider, без цилиндрического шлема. Но в то же время старался надевать его в космических приключениях. Очевидно, сделали это Кейтс и команда не просто так. Огонь, пусть и мистический, по-прежнему подчиняется базовым законам физики и не может существовать без кислорода в полнейшем вакууме. К сожалению, эту же занятную деталь убрали в последней серии о старике Касле. Там герой сражался в демонической форме в открытом космосе без каких-либо проблем даже при отсутствии шлема. В то же время остальным духам мщения было комфортно летать в вакууме. Например, в Ghost Rider номер 4 2006 года Джонни Блейз использует портал, чтобы переместиться на орбиту Земли. Его тогдашняя собеседница Нумицет поясняет, что призрачный гонщик может перемещаться между измерениями и при этом оставаться невредимым. А уже в Avengers номер 27 2018 года нынешний гонщик Робби Рейс без труда ехал по космическому вакууму в своем адском чарджере. Короче говоря, правила не для духов мщения. Духи мщения слишком крутые. По такому же принципу работает взаимодействие адского пламени с нашими уже любимыми симбиотами. В комиксах призрачный гонщик объединялся с Веномом и с другими симбиотами огромное количество раз. Из наиболее ярких примеров это кроссовер Circle of Four, в котором Красный Халк ненадолго получил симбиота и мотоцикл Духа Мщения, а также спецвыпуски Edge of Venomverse номер 3 и Абсолютная резня Симбиот Возмездия. И видимо, пока призрачный гонщик сам не хочет навредить симбиоту, ничего не происходит. При этом, когда надо, адское пламя срабатывает на клинтарах так, как и должно. Далее авторы энциклопедии останавливаются на карающем взоре гонщиков, выделяя под него отдельный пункт. Считается, что противники, вынужденные заглянуть в пустые глаза призрачного гонщика, за мгновение переживают всю боль, причиненную им в течение целой жизни. Некоторые люди после такого испытания впадают в состояние кататонии, вызванное сильной нагрузкой на гиппокамп и миндалевидное тело, когда травмирующие воспоминания всплывают в памяти и отторгаются из-за ограниченной способности мозга перерабатывать их. Карающий взгляд не оказывает какого-либо очевидного воздействия на демонов или механизмы вроде роботов, что объясняется отсутствием души у этих существ. Однако, предполагаю, что способность призрачного гонщика может иметь телепатическую природу и действовать только на разумные органические существа, не обладающие естественным иммунитетом к воздействию адского пламени. Начнем по порядку. Во-первых, не все органические существа страдают от взора гонщика.
Например, Безумный Титан использовал эту особенность космического гонщика исключительно для собственной забавы и напоминания о былых свершениях. Показано это было в Таносе номер 15 за 2016 год. Аналогичная проблема была и с Карнажем в уже упомянутом спецвыпуске «Симбиот Возмездия». В ответ на использование взора, Клетус лишь посмеялся над незадачливым гонщиком. Дело не только в работе организмов двух злодеев, но и в восприятии показанных ужасов. Взор, будучи мистической силой, имеет абсолютно разное влияние на разные души. Кроме того, вполне вероятно, что у Таноса может быть просто атрофирована часть мозга, связанная с эмпатией и конкретным спектром эмоций. Как, собственно, и у Карнажа, чье человеческое тело не так давно пережило падение с орбиты Земли. Во-вторых, большое число травмирующих воспоминаний, всплывавших в разуме одновременно, вполне могут нарушить работу мозга, не говоря уже о возникновении серьезных психологических патологий в будущем. С целью сохранить мозг как основу живого организма и существуют некоторые защитные механизмы, подавляющие наиболее страшные и жестокие детали нашего прошлого. Отсюда вытекает и, например, диссоциативное расстройство. Форма защиты, когда человеческий мозг воспринимает происходящие события через призму потустороннего наблюдателя. Потому в энциклопедии и говорят о гиппокампусе. Данная структура, находящаяся в височных отделах, отвечает в том числе за память, как кратковременную, так и ее последующий перевод в долговременную. Он же связан с эмоциями, участвуя в механизме их формирования. Миндалевидное тело, также именующееся миндалинами или амигдала, в свою очередь связаны с формированием таких эмоций, как тревога и страх. В-третьих, порой взор просто не работает, потому что так нужно сценаристам. Из наиболее забавных примеров — использование способности на карателе в громовержцах номер 29 2013 года. На Фрэнке адские силы никак не отразились, так как, цитируя Касла, «я ни о чем не жалею». Выходит, что способность должна затрагивать и эмпатию с чувством вины жертвы, но при этом получается это лишь через раз. В комиксе Double Edge Omega номер 1 95 года все тот же Фрэнк отреагировал на карающий взор так, как и должен был, упал замертво. А вот в серии «Каратель» 2018 года Касла просто стошнило. Видимо, герой уже успел привыкнуть. Резюмируя вышесказанное, карающий взор, несмотря на адское происхождение, влияет на вполне реальные части головного мозга, но, видимо, каждый раз по-разному. Переживая все подавленные воспоминания вновь, объект буквально уничтожает собственный разум количеством загружаемой из долговременной памяти информации. При этом тот же Карнаж и Танос не испытывали с этим проблем. Возможно, что их мозг работает по иной системе. Отдаленно работа карающего взора напоминает DDoS-атаки, когда систему блокируют путем генерации огромного числа запросов. Возвращаемся к книге. В предпоследнем тексте авторы рассказывают о транспорте духов мщения и их взаимосвязи с дьявольскими способностями. Каждый призрачный гонщик образует симбиотическую связь с выбранным им транспортным средством. Для Джонни Блейза, пожалуй, самого заметного призрачного гонщика нашей эпохи, таким транспортным средством стал огненный мотоцикл, построенный из материалов, добытых им в преисподней. Его шины горят ореолами адского пламени, при этом мотоцикл мог пересекать водоемы и подниматься на высоту небоскребов. Очевидная телепатическая связь с ним позволяла Блейзу вызывать его на большом расстоянии, управляя мотоциклом дистанционно. Подобно его собственному скелетному каркасу, адский мотоцикл может быть отремонтирован с помощью разумных вливаний адского пламени. По сути, адский мотоцикл, именуемый в оригинале как Hell Cycle, еще одна способность гонщика, которой то и дело добавляли все новые особенности. В первом появлении в Marvel Spotlight номер 5 Блейз не упоминает отличительных черт своего дьявольского байка. Даже внешне он не выделяется от прочих мотоциклов, если не считать горящего скелета сверху. Как и прочие особенности духов мщения, байк раз за разом менялся и переписывался на ходу волею сценаристов и редакторов. То же самое случалось и, например, с происхождением духа мщения. От изначальной концепции с Блейзом и Дьяволом отходили все дальше, пока в один момент гонщики не стали своего рода ангелами и воинами света, созданными для справедливого суда. А уже спустя 1,5 десятка лет способности снова решили привязать к демонам, выставив виноватым Мефисто. Забавный факт: первый дух мщения, наездник из доисторического периода, катался на вполне живом мамонте,
который, несмотря на адское пламя, чувствовал себя вполне нормально. Видимо, зверь и для себя выпросил дьявольское благословение. Последний на данный момент призрачный гонщик Мстителя Робби Рейс ездит на классическом американском Muscle Car, который он называет адским чарджером. При этом новый призрачный гонщик также демонстрирует интригующую способность овладевать другими транспортными средствами по своему желанию, включая летающий корабль Асгарда или даже тело космического небожителя. На самом деле, данную способность фанаты комиксов уже могли видеть, например, во втором призрачном гонщике. Там Джонни Блейз подчинял своей воле целый экскаватор. В линейке Мстителей 2018 года Робби Рейс действительно успел покататься в теле мертвого Целестиала, а заодно поучаствовать в гонке вместе с космическим гонщиком и Джонни Блейзом на летающем деревянном корабле асгардцев. Случалось это и в 5-м, и в 25-м номерах соответственно. Помимо этого, Робби успел отличиться в финале серии и спецвыпуске Avengers Assemble Omega. Юный гонщик создал планету мщения из обломков живой планеты Дума. Да, такое правда было в комиксах, данный сюжет вышел в апреле этого года. Ироничнее всего, что при этом Робби Рейса нельзя назвать полноценным призрачным гонщиком. Во-первых, парень не успел заключить сделку с дьяволом. В его бездыханное тело просто подселился мертвый маньяк, впоследствии оказавшийся родным дядей. Во-вторых, Робби не представляет, какой идиот будет вообще продавать душу дьяволу. Об этом юноша сам заявил в диалоге с Джонни Блейзом в All New Ghost Rider номер 9. Там же Блейз высказал теорию, что на самом деле Робби никакой не гонщик. Просто часть его сил схожа со способностями духов мщения из-за дяди-сатаниста и связи с адскими созданиями. При этом у Рейса есть также уникальные особенности вроде черепа, который больше смахивает на металлический шлем. Проще говоря, мифология призрачных гонщиков еще сложнее и запутаннее, чем у Венома. А это уж, поверьте, о многом говорит. Чего только стоит история Духа Мщения 2099 года. Персонажа, который вообще-то робот с адским бэкапом памяти из мира грязного киберпанка вроде Бегущего по лезвию. И по традиции исследование анатомии гонщиков заканчивается на послесловии авторов энциклопедии, ваканских ученых. В любом конфликте, где проливается кровь невинных, призрачный гонщик – бесценный союзник. Вторгшаяся армия инопланетян, рассекающая по нашему миру, обеспечит Духа Мщения бесконечным количеством душ, достойных его наказания. Однако, пока карающий взор гонщика способен поставить на колени бесчисленное множество скрулов, способность духа овладевать транспортными средствами и техникой даст нам уникальную возможность обратить против скрулов их собственную армаду. Именно поэтому он незаменимый союзник в грядущих испытаниях. Как и в прошлый раз, создатели энциклопедии упустили уйму занятных и интересных фактов, которые стоило бы отметить отдельно в виде истории происхождения. Например, всего пару лет назад Джонни Блейз стал повелителем ада, подвинув с места правителя самого Мефисто. Случилось это в событии Doctor Strange Damnation, одним из авторов которого числится уже знакомый Кейтс. Кроме того, чисто технически, ад не один. Marvel Comics выделяет сразу несколько измерений, которые в той или иной степени можно считать преисподней. На данный момент их всего 9. Помимо привычного ада существует Лимб, где жила Ульяна Распутина из Людей Икс, асгардский Нифльхейм с Хеллой, 8-й город из серии Железного Кулака, то, что под нами из линейки Бессмертного Халка Элла Юинга, Темное измерение Дармаму и другие. И то, что авторы не написали об этом, вовсе не удивительно. Серии Духов Мщения слишком часто переписывались, перезапускались, вырезали из канона и просто игнорировали в угоду новым сюжетным идеям. Разобраться в их богатой мифологии не каждому под силам. На этом ролик заканчивается. Спасибо, что досмотрели его до самого конца. Я надеюсь, вам было интересно. Если так, то можете поддержать ролик лайком. Это самая лучшая поддержка. Напишите в комментариях, какого персонажа вы хотели бы увидеть в следующем выпуске. Ну и просто подписывайтесь на канал, если вдруг еще не подписаны. Тут много всего интересного. Всем пока, еще увидимся.